Друзья, Xiaomi Mi Box. Если вы думаете, что это простой Mi Box, да, вы не ошиблись, это вторая генерация, но уже вышла третья генерация. Она уже официально появилась на сайте Xiaomi, и что же там предлагают? Давайте разбираться в сегодняшнем обзоре Xiaomi Mi TV Box. Они его назвали, кстати, в этом году Xiaomi TV Box S. Кстати, и он идет у них третьей ревизии. Поэтому на канале Технозон. Поехали. Ну и что я вам скажу? Конечно же, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши видео, а ссылочки, главное, на проверенных продавцов и на обзоры всех этих приставок, потому что мы их держали в руках и знаем, о чем мы говорим, лежат вот здесь вот в описании под видео. Вот он, пожалуйста, у нас на картинках, и сейчас многие адепты, еще такие, которые... адепты первых дней Технозона, они скажут: слушай, так это тот ТВ-бокс, который ты когда-то показывал. Да, он очень похож на Xiaomi Mi Box 3. Вообще просто одна копия, те же самые скрайные, скругленные края, но об этом чуть попозже, потому что нам интересно все, что же нам сама Xiaomi заявила. Но перед этим, пожалуйста, подпишитесь, нажмите колокольчик, много всего интересного у нас на канале. Короче, как они заявляют, 4K, Dolby Vision, Cinema Great Visuals, HDR10, вроде бы ничего необычного. Добавили надпись DTS-X. Ну, давайте так, будем немножко критиканами и скажем, что в Mi Box S второй ревизии была та же самая ситуация, когда они заявляли с DTS HD Master Audio, которого мы там так и не увидели. Мы увидели простой DTS, а Master Audio-то где? Но здесь заявляют DTS-X, посмотрим, поживем, увидим. Я буду делать обзоры обязательно. Конечно же, Dolby Atmos и все. И тут мы доходим до процессора, и у нас как бы небольшой ступор. А ступор в том, что они заявляют 6-миллиметровый чип, 64 бит, формула памяти 2 на 32, чему я не удивлен, 32 они сделали после многих страданий с 8 гигабайтами хранилища, потому что даже апдейты нормально не залетали, но вот насчет оперативной памяти в 2 гигабайта я удивлен. Стоило, конечно же, это сделать больше, хотя бы минимум 3 или 4. Но не столь суть важно. Для сертифицированных сервисов вполне хватает, да и в принципе для ТВ-бокса 2 гигабайта, особенно на Google TV 14, а именно на нем он стартует, будет в принципе нормально. Объясню вам, в чем вопрос. Они обещают прирост 25% по CPU, GPU прирост 130, и многие уже, наверное, догадались, что это AM-Logic S905X5M. Конечно же, на Mali G310V2 новый, скажем так, относительно для ТВ-боксов видеоускоритель, который, ну, как они говорят, на 130% быстрее, но дело в том, что синтетика уже показывает, что на 136%, если быть точнее, это V2 версия действительно быстрее с поддержкой HDR UI. Это значит, что у нас можно теперь делать интерфейс HDR, то есть если раньше он был только SDR, потом его сделали из Full HD в 4K, и уже дошли мы до того, что теперь будет красивый HDR-интерфейс с различными эффектами, это будет действительно красиво. Сам по себе процессор это Cortex A55, который у нас до 2,5 ГГц, этот самый AM-Logic S905XM, и тут немаловажный аспект. В отличие от 905X4 и от других процессоров, ну кроме Realtek, у Realtek тоже есть, здесь есть NPU. Если в 905X4 был модуль искусственного интеллекта, он был настолько неинтересен, что здесь появился NPU на 4 тераопса, который призван реализовать конкретно очень интересные технологии, в частности AI SR V2, то есть это супер сэмплинг, это будет у нас, грубо говоря, 4K апскейлинг, очень прикольная тема, Wi-Fi 6, конечно же, и Google TV. Насчет AI SR, пожалуйста, у меня есть подтверждение, вы сейчас видите картиночку, он уже есть там в менюшечке, мы видим это все, то есть сама по себе прошивочка, которая на него выйдет, она уже будет с AI SR. Дальше, обыкновенный Google TV с Google Cast, тем же самым привычным для нас пультом, с Bluetooth пультом с дополнительной опцией регулирования громкости на телевизоре, либо на звуковой панели, либо на, допустим, том же самом ресивере. Больше ничего тут интересного нет, кроме того, что сзади все так же привычно, USB-шка, HDMI и выход. Вот под что выход? Это будет питание, либо там оставят наш любимый TOS-Link на 3.5. Если уберут TOS-Link, будет печаль, а там был совмещенный TOS-Link с обыкновенным 3.5, через который выводили некоторый звук. Ну, в принципе, посмотрим, поживем, увидим. Давайте посмотрим спецификации, которые они заявляют официально. 92 грамма, 91 грамм, 97 на 97. Слушайте, он практически не отличается. И они пишут там Quad-Core до 2,5 ГГц, Google TV,
все-таки настаивает DTSX, Bluetooth 5.2, но это не все. Я вам немножечко расскажу про то, что поддерживает сам по себе процессор. Процессор поддерживает VRR плюс QMS, это значит, что здесь будет автофреймрейт без погружения в черное на телевизорах, которые его поддерживают, это немаловажный аспект. Также будет поддержка SBMT, это тональная передача изображения, то есть там будет интересно, то есть для избежания бандинга. Короче, вот давайте так, то, что он поддержит, то, что реализует в конце, мы с вами увидим. Появился он также уже в списке сертифицированных устройств на Android TV Guide для Netflix. И, как мы видим, у нас здесь есть поддержка AV1, VP9, 264, 265. Хотя этот процессор должен поддерживать и 266 кодек. Опять же, поживем, увидим. И видим, опять же, тот же самый Amlogic S905X5M. То, что я и говорил, 2 на 32. Больше ничего интересного для нас тут нет. По продуктивности, то, что они смотрели на Geekbench, в принципе, мы видим, 1073 на 2521. Официально это устройство идет там Mi TV, iFMU 1, не знаю, посмотрим опять же. Но, опять же, Android 32-битный, чего и следовало ожидать, потому что даже сам Google в своем Google Chromecast не сделал реализацию 64 бит. Не считает нужным, либо не имеет возможности такой из-за ограничений процессора Amlogic в своем ядре. Короче, ребят, мы сейчас с вами уже заканчиваем, а вы ждите обзорчик, конечно же, подписавшись, вы не пропустите наш обзор. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.